Казуальная диаблоподобная РПГ с поддержкой одиночной игры и кооперативного прохождения до 4 человек в локальном мультиплеере. Если попытаться кратко описать происходящее на экране, то это легкая, забавная и затягивающая игра. В ней присутствует сюжет, приправленный юмором и сказочной атмосферой. Графика и механика – это контент для мобильных устройств, но игра является мультиплатформенной и также представлена на многих консолях. Покопавшись на просторах интернета, я толком не обнаружил описания студии, которая занималась разработкой этой игры, и единственное, что о ней попадалось, это название Two Zombie Games и краткое описание, гласящее, что это разработчик инди-игр. Но перейдем к самой игре. Мир в Quest Hunter состоит из небольших локаций и генерируемых подземелий. Перемещение между локациями выполняется по общей карте мира. Во время переходов иногда происходят случайные столкновения, в процессе которых загружается небольшая локация, на которой можно сразиться с кучкой врагов и получить дополнительный лут. У персонажа есть инвентарь с лутом, прокачкой и журнал заданий. Лут не слишком разнообразный, но позволяет подлечить своего героя, собрать драгоценные камни для прокачки навыков, найти золото и ресурсы для крафта или апгрейда оружия, шлемов и щитов. Кроме этого, можно покупать или создавать зелья и факелы, которые используются для сохранения игры. Лут и ресурсы выпадают из врагов, сундуков и разбиваемых предметов окружающего мира. В игре можно долбить камни, рубить деревья, разбивать ящики и бочки, собирать лечебные цветы, искать сокровища. Сокровища – это отдельная фишка игры, эти сундуки надо еще найти и откопать. В них самый ценный лут, не считая того, что можно выбивать из боссов. Quest Hunter, кроме заданий и квестов, много небольших головоломок. Нам придется искать ключи, двигать и переносить ящики, активировать механизмы и переключать рычаги, зажигать факелы и искать скрытые проходы. Помню квест, в котором даже пришлось расследовать преступление. Продолжительность Quest Hunter не самая большая, но радует то, что игра поддерживает кооперативное прохождение до 4 игроков. Можно играть не только одному, а с друзьями, за одним компьютером или с другими игроками по сети. При кооперативном прохождении выбираем доступную сессию или создаем свою с новой игрой, или продолжаем с того места, где остановились в одиночном режиме. Онлайн живой, игроки есть, но многие предпочитают играть со знакомыми и ставят пароль на подключение к сессии. Если играете по сети, то экран для каждого свой. Ваши союзники могут спокойно бегать по всей локации. Только для перехода на другую локацию придется подождать, чтобы все добрались до зоны перехода. Если играете с друзьями за одним компьютером, то экран общий, без разделения. Это усложняет игру. Вы не сможете отбежать далеко от союзников. Ваше передвижение по локации ограничивается диапазоном видимости. Это приводит к небольшим багам. Например, вы не сможете возродиться, если умерли далеко от факела, пока союзники не сдвинут экран к месту возрождения. Кроме этого, в локальной игре нельзя одновременно включить экраны нескольких персонажей. Залезть в инвентарь, выбрать новые навыки или посмотреть журнал дают только одному из 4 игроков. Придется договариваться с остальными перед каждым действием, требующим включить экран героя. Зато радует возможность поиграть вдвоем, имея всего один геймпад. Первый игрок управляет своим персонажем мышью и клавиатурой, а второй контроллером. Для остальных игроков потребуются геймпады. Ну и подведем итоги. Какие же у игры плюсы и минусы? К плюсам можно отнести следующие моменты. Юмор. Он часто проскакивает в диалогах, будь то таверна или базовый лагерь. Забавная прорисовка персонажей и заставок. Кладоискательство, интересный сюжет, кооперативный режим и, естественно, костер в лагере, который помогает восстанавливать здоровье. К минусам, пожалуй, можно отнести следующие моменты. Медленный персонаж. Конечно, это немного исправляется по ходу прохождения игры благодаря прокачке, но все же. Чтобы найти клад, надо срубить и уничтожить все на своем пути. На мой взгляд, мало на что можно спустить эти самые ресурсы. Чтобы открыть некоторые сундуки и ворота, нужны ключи, и их очень сложно находить по ходу игры. Ты слаб, очень слаб, так что морально готовьтесь часто умирать. Переходы по глобальной карте утомляют. В какой-то момент начинают надоедать случайные встречи и выпрыгивающие бестолковые тайники.
Хочу сказать, что игра мне понравилась. Я небольшой фанат игр жанра инди-РПГ, но она оказалась весьма затягивающая, расслабляющая, веселая и легка в освоении. В такую игру играть могут даже маленькие дети. Тут нет нудного обучения, плюс простое и удобное управление. Выбирайте сложность, усаживайтесь поудобнее и отправляйтесь покорять мир, где огонь – главное сокровище, а лопата – ваш верный друг.